Если ты ищешь активное сообщество по черному клеверу и в целом по другим тайтлам, тогда залетай на Q-форум, где ты не просто сможешь читать мои переводы глав, но еще сможешь обсудить ее с другими фанатами. Также в сообществе проводятся различные викторины, блиц-опросы, даже поиграть можно в крокодила, мафию, города, ассоциации и даже совместно анимку можно посмотреть. А еще в разделе по черному клеверу каждый участник может получить свой именной гримуар, так что не упусти возможность отлично провести свое время, ну а также узнай, какой гримуар тебя выберет. Ссылку на Q-форум ты найдешь в описании под роликом. Сегодня, исходя из происходящего в последних главах Черного Клевера, мы поговорим, каким будет пятый меч Асты. Узнаем, как и где он его получит, какие свойства будут у этого меча и как он будет называться. Хотя по названию этого ролика вы, наверное, увидели наименование этого оружия, но вот о его способностях это совершенно ничего не говорит, так что погнали во всем разбираться. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манхву вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Начнем, пожалуй, с козырей, а именно с того, что Астерикс может получить свой пятый финальный меч, по моему мнению, лишь в двух случаях. Первое — это до сражения с Люциусом и уже непосредственно в разгар битвы или же в случае ее проигрыша. Давайте сейчас все подробно объясню. Думаю, все помнят, что после того, как главного героя наконец-то удалось вернуть на континент, он столкнулся с паладином Дамнатио, способного на тот момент полностью разгромить весь имбалансный отряд черных быков. Так вот, в этом бою с быками ангел правосудия самолично рассказал нам, что благодаря мастеру Люциусу ему была дарована вторая магия путем очищения и помещения в Дамнатио дьявола Баала. В мифологии этот Баал, или же как еще его называют Ваал, ассоциировался с различными явлениями. Так в некоторых культурах его называли богом солнца или богом бури, что довольно хорошо сходится с тем, что мы видели в манге, ибо помимо своей собственной второй магии паладина, полученной от дьявола, была атмосферная магия, которая кромсала и разрывала все атаки черных быков словно буря, нанося бесчисленное количество ударов. Однако в демонологии Баала называли дьявольским кузнецом, что отчетливо прослеживается в повествовании Черного Клевера. Ведь именно только после того, как Дамнатио стал паладином, в сражении он начал использовать не только весы, но и меч. А то есть в бою против ангела правосудия Аста мог получить в свой арсенал клинков новый демонический меч. Оружие, созданное дьяволом, которое эффективнее будет уничтожать дьявола в ходе их очищенной версии. Вот только, как мы видим, этого не произошло. Главный герой разделался с противником и без каких-либо последующих манипуляций сразу же отправился к главному антагонисту. А значит, у Асты остается только второй способ получить новое оружие. Ведь, как мы знаем, даже победив паладина, главный герой не может полностью нивелировать влияние Люциуса. Можно было бы использовать меч демона-разрушителя, который способен разрушать причинно-следственные связи заклинаний. Но вот Астерикс все еще ни разу не смог уничтожить паладина полностью, ибо после победы над ними они как бы входят в состояние сна, а то есть не исключено, что антагонист в итоге сможет вновь призвать их на поле боя. Да, можно было бы убить каждого из паладинов, тем самым точечно лишая Люциуса его армии Судного Дня. Однако Аста, в свою очередь, желает совсем другого. Поскольку среди паладинов есть дорогие ему и многим люди, главный герой намеревается спасти их всех, и даже тех, кто не по своей воле стал паладином. Не исключено, что его конечной целью является не просто победа над Люциусом, но и возвращение Юлиуса, чего точно невозможно добиться с нынешним арсеналом клинков в пятилистном гримуаре мечей. Итак, думаю, некоторые из вас уже поняли, какими именно свойствами должен обладать пятый меч Асты.
силы. Главной особенностью нового клинка должна быть возможность разделения сущностей или их изгнания из тела владельца, чтобы ГГ в итоге смог спасти и сестру Лили, и Дамнатио, и возможно даже Асье и Моргана, ведь они получили новые собственные тела, а то есть если изгнав и искоренив из тела одержимого последствия манипуляции Люциуса, даже мертвые в итоге смогут вернуться к нормальной жизни. Ну и основной целью главного героя будет возвращение Юлиуса с отделением, изгнанием или уничтожением Люциуса. Это станет возможно, если только новое оружие Асты будет способно изгонять из одержимых помещенных сущностей, как с Юлиусом и Люциусом, ну или же как с дьяволами у паладина. А значит, пятый меч главного героя может иметь название «Экзотерический меч дьявола» или «Изгоняющий дьявола». Однако остается только последний вопрос: как и где Асте удастся заполучить это оружие, если с дьяволом-кузнецом Баалом ничего не сложилось? И тут в помощь к нам приходит мой недавний ролик про большое путешествие Асты в страну дварфов. Кто еще не смотрел данный видос, не стоит пренебрегать этой возможностью, поскольку в нем мы подробно разобрали все моменты из манги, подтверждающие возможность таймскипа или же путешествия главного героя в страну дварфов. И там же ГГ получит свой пятый меч со свойствами экзорцизма. Как мне кажется, даже после реально эффективных тренировок Асты в стране Хина, которые помогли ему наконец-то осознать возможность контроля антимагии дьявола с помощью Ки, но даже так главному герою скорее всего не удастся одолеть Люциуса. Во-первых, Люциус даже не сражается на поле боя, а находится на платформе, наблюдая за происходящим, отправив сражаться с сопротивлением паладинов и своих дубликатов. К тому же под вопросом, действительно ли удалось вывести из строя Дамнатио и Лилия, поскольку все еще остается вероятность их призыва антагонистам обратно в бой. Во-вторых, Юна потратил огромное количество сил в сражении с дубликатом Люциуса, и не факт, что ему еще долго удастся продержать Неверленд, бафающий союзника, ибо как только он исчезнет, остальные маги потеряют весомое усиление их магии от Гринбериала, а антагонист вернет себе возможность использовать магию времени. В общем, есть много факторов, которые затруднят победу Асты, да и к тому же у него нет оружия, способного спасти его близких и Юлиуса Новокрона. Да и сам Люциус, возможно, захочет избавиться от единственного бельма в глазу, и это антимагического пацана, что может поспособствовать отсрочке судного дня и вмешательства Люциуса в прошлое. Кстати, ролик об этом у меня также есть на канале. Так что у героев в случае поражения или отсрочки судного дня появится весомая нужда найти способ, дающий возможность победить зло. И тут в ход вступает мой ролик про путешествие в страну дварфов. Дварфы славятся своим мастерством создания оружия невероятной силы, и именно они могут выковать финальный клинок, который избавит мир от антагониста и всех пострадавших от его влияния. В интернете даже гуляют теории, что первые три меча Лихта были выкованы именно дварфами, вероятно даже для того, чтобы уничтожить дьяволов в первой войне. Ведь еще в арке с эльфами мы узнаем, что эти две расы сотрудничали, а значит и все мечи, относящиеся к дьяволам, убийцы, обитателя, разрушителя, к ним может присоединиться, например, меч демона-изгонителя, оружие вновь созданного дварфами для борьбы с дьяволами. Как по мне, это самый реалистичный сценарий получения Астой оружия со специальными свойствами, который вдобавок даст возможность автору раскрыть уже известную, но не показанную расу, а еще даст предлог для путешествия в страну дварфов. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.